Я вижу и Тартас, средний сектор. Пожалуйста, первый ряд. Кремлевский пол, собственно говоря. Пожалуйста. Владимир Владимирович, здравствуйте. Информационное агентство ТАСС, Екатерина Коростовцева. И у нас вопрос на международную тему и вопрос трехсоставный. Каковы, на ваш взгляд, перспективы нормализации отношений с Евросоюзом? В последнее время становится все более очевидным, что западные страны устали от поддержки Украины. Как вы оцениваете этот новый фактор? И еще такой вопрос. Правые силы на данный момент усиливают свои позиции на политической сцене Европы. Вот как бы вы могли это прокомментировать и не беспокоит ли вас это? Спасибо. Что касается нормализации отношений, это зависит не только от нас. Мы не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения, и нас пытались все время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами. Ну, вот конфликт, который произошел на Украине, он с чего начался-то? Давайте вспомним, ну, не пожалеем 3-4 минут. Начался с переворота на Украине в 2014 году. Вот до этого, ведь мы старались во что бы то ни стало, я хочу это подчеркнуть, десятилетиями старались выстроить нормальные отношения с Украиной. Даже после тоже, по сути, госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти, он выиграл выборы, но объявили третий тур. Что это, как не госпереворот? В Конституции не предусмотрено было никакого третьего тура. Это есть такой ползучий госпереворот. Но мы, ладно, мы смирились с этим тоже. Значит, что произошло дальше? Он выиграл все-таки выборы следующие. На что пошли наши так называемые оппоненты? На госпереворот. Вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что, я всегда говорил, и сейчас, несмотря на всю трагедию происходящих событий, все-таки в основе своей русские, украинцы, единый народ. И то, что сейчас происходит, это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону. Но в значительной степени они-то здесь даже ни при чем. Вот весь юго-восток Украины, он всегда был пророссийским. Ну, потому что это исторически российские территории. Частично, вот здесь вот коллега поднимает табличку «Турция», да? Ну, он знает, в Турции хорошо знают. Все при Черноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. Причем здесь Украина-то? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще все при Черноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую. Ладно, когда-то Владимир Ильич Ленин передал все в Украину при формировании Советского Союза. Мы смирились с этим после распада Советского Союза. Мы же смирились и готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть Юго-Восток, пророссийская, для нас это было тоже важно. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах внутренней политики и внешней Украины. И в целом Россию это вполне устраивало. Но после госпереворота 2014 года нам стало ясно, что нам не дадут просто, силовым образом не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной. Госпереворот, на который потратили, как американцы сказали, 5 миллиардов. Публично сказали, не постеснялись даже. Значит, в 2014 году приехали 3 министра иностранных дел вот из Европы. Польский, немецкий, французский. Подписались как гаранты договоренности между властью, президентом Януковичем, и оппозицией. Договорились, что все будут решать мирным путем. Через 2 дня совершили госпереворот. Зачем? Пошли бы на выборы и выиграли бы? Нет. Чтобы точку поставить, чтобы конфликт создать. Вот зачем. Это кто делал? Американские наши дружки. А европейцы, которые подписались как гаранты договоренности между властью и оппозицией, сделали вид, что вообще ничего не знают. И сейчас спросите в Европе, кто-нибудь помнит об этом? Нет. Но мы не забыли. И не забудем. Вот это плюс безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив и Украину в НАТО, все это привело к этой трагедии. Плюс еще кровавые события на Донбассе в течение 8 лет. Все это привело к трагедии, которую мы сейчас переживаем.
Они вынудили нас на эти действия. Вот в этих условиях, когда я говорю, США задумали и организовали, а Европа стоит и молча на это смотрит. Либо подыгрывает, подпевают им там. Значит, ну как с ними выстраивать отношения? Мы за. Мы же ничего не рвали. Но они сделали вид, что они этого ничего не знают и не помнят. Только 2-3 раза упомянули о том, что Минские соглашения подписывали понарошку и не собирались выполнять. Вот эти гарантии договоренности между властью и оппозицией в Украине в 2014 году вроде как, между прочим, подписали. И тут же о них забыли и наплевали на них. Вот они, понимаете, дело в чем? Дело в том, что в значительной степени они утратили свой суверенитет. Мы сейчас это видим. Они же многие решения принимают себе во вред. Во вред себе. Но, тем не менее, делают это. Значит, вот многие еврейские деятели внешне ведут себя как генерал де-Голь, который боролся за интересы Франции с оружием в руках, собрал все, что было у французов для того, чтобы оказать сопротивление оккупантам. А на практике ведут себя как маршал Петен, который был на самом деле, хоть и был героем Первой мировой войны, но во вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов. Вот ведут, все почти ведут себя так, ну кроме там нескольких человек. Вот Фицо появился сейчас после выборов. Сейчас, Виктор Орбан в Венгрии. Я уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше. Их просто нет. Но я не знаю, с чем это связано. Связано с большой зависимостью от старшего брата, от Штатов. Но мы готовы выстраивать отношения с ними. Что касается Соединенных Штатов, мы и с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США важная, нужная страна миру. Но вот эта имперская, абсолютно имперская политика, она им мешает самим. Даже не нам, им мешает. Почему? Потому что в общественном сознании они должны себя вести как империя. И если они в чем-то где-то договариваются или в чем кому-то уступают, это уже воспринимается электоратом как какой-то провал или пробел. И поэтому элиты вынуждены себя так отчасти вести. Значит, вот когда произойдут какие-то внутренние изменения, тогда будут созданы фундаментальные, когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет, но мы к этому готовы.